Может быть, вас разлучили какие-то обстоятельства, может быть, третьи лица. Чем наполнена его жизнь без вас? Может быть, вы временно в разлуке, например, работаете в разных городах, в разных странах, вас разлучили обстоятельства. Шестерка жезлов. Это было дно колоды. Он хочет, конечно, вам сказать, что он хочет стать достойным, хочет стать, наверное, в своей профессии состоявшимся каким-то человеком или знаменитым, или, знаете, имеющим власть, владеющим, может быть, значимостью какой-то, но он хотел бы, наверное, продвинуть себя или в профессии, или в общечеловеческих качествах, чтобы вам понравиться, вам подойти, чтобы вы им восхищались и даже им гордились. Итак, такая тема. Чем наполнена его жизнь без вас? Я буду делать несколько раскладов слева и справа. Я желаю вам счастья, во-первых, да. Советую смотреть все видео, потому что только так вы узнаете правду. Карта номер 1, карта номер 2 и карта номер 3 слева. Будем добирать, если нужно будет. У меня под рукой есть другие колоды. То есть два расклада. Посмотрите видео с начала до конца, потом определите, что для вас больше резонирует. А слева тоже спросим такой же вопрос. Чем наполнена его жизнь без вас? Ну, например, если люди вместе живут, они ведь не обязательно должны постоянно быть вместе. Да? Когда он без вас, когда он думает о чем-то, даже если вы живете вместе, не обязательно, что вы отдельно живете. Когда он сам собой, чем наполнена его жизнь? У каждого будет своя тема, проиграется все у вас по-своему, но ответы на свои вопросы вы точно здесь получите. Итак, я хочу посмотреть на этой карте, чем наполнена его жизнь без вас. Тройка чаш. Он мечтает о вас. Когда вас нет рядом, он мечтает о вас. Он точно мечтает, особенно о близости. Мужчинам никогда этого недостаточно не бывает. Они, наверное, природой своей, они избалованы вот этим, да? Чем наполнена его жизнь без вас? Десятка чаш. Он мечтает, чтобы вы были счастливы вместе, чтобы вот радость такая была, как при помолвке, как при венчании, как при свадьбе. Он вообще такой мечтатель, он вообще внутри себя романтик, чем наполнена его жизнь. Его наполнила жизнь мечтами и надеждами. Это очень хорошая карта. Она говорит, что жизнь его наполнена надеждами на то, что вы будете вместе, будете счастливы. Прекрасно. И еще здесь где остается, а я пока эту начну смотреть. Декамерон, чем наполнена его жизнь без вас? Ну, это карта The Hermit, или же карта отшельника. Он отшельник без вас. Если вы спросили, есть ли у него там еще кто-то, никого у него нет, он отшельник без вас. Он занят своими делами, у него нет другой женщины, он вам не изменяет, если у вас такой был вопрос. Итак, чем наполнена его жизнь без вас? Какие-то страдания у некоторых проиграются, конечно, не у всех, у некоторых только что какие-то страдания у него есть, какие-то проблемы он решает, да? Может быть, это проблемы с его взрослыми родителями, может быть, это проблемы с его бизнесом, с его делами, с его профессией, со здоровьем своим, может, он выпивает или еще что-то. Но восьмерка меча – это давнишние проблемы. Он решает свои давние проблемы. Он очень хочет заработать стабильную жизнь, он очень хочет стабильное. А кто этого не хочет? В общем, это нормальное желание, да? Наполнена, наверное, его жизнь заботами каждого дня, где человек, конечно, в профессии реализуется любой, вот этим наполнена. Теперь с левой стороны, чем наполнена его жизнь без вас, даже если вы вместе, кстати. Да, он боится, что его уличат в измене, очень боится этого. Карта Луна. Эмоции, сильные эмоции. Его, может быть, подставили, может, оговорили, может быть, кто-то наговорил на него с вашего пространства, может быть. Я спрошу теперь у Ленорман, с вашего позволения, это вишневые и лиловые сумерки. Мы спросим разъяснение на Декамерон. Вышло, что у некоторых проиграется, его оговорили, сказали, что он вам неверный, третьи лица, обстоятельства, что такое грязное. Может быть, кто-то на него послал какой-то негатив. Луна. Это карта негатива, кто-то послал на него какой-то негатив, кто-то его подставил, кто-то его, может быть, очернил или даже сделал на него ритуал черной порчи.
Проклял его кто-то по знанию или незнанию. Проклять может тоже ваша мать его по незнанию, потому что где-то он вам сделал больно, вы плакали из-за него, и ваша мать его прокляла по незнанию. Прокляла, наверное, правильно это сказать. То есть сказала, чтоб ты там, тебе пусто было. И так и случилось у него пусто, у него теперь пустой кошелек, и у вас поэтому скандал. А мать это по незнанию сделала. Ой, мамочки, будьте очень внимательны, что вы говорите и делаете. Итак, как у него проходит жизнь, да, чем наполнена она? Карта крест. Тяжелыми переживаниями. Еще одна карта. Гора. Ух, как ему тяжело без вас. Как ему тяжело. Вы даже можете просто в разных спальнях жить. Да? Он смотрит что-то одно по интернету, что-то там делает или книгу читает, вы что-то другое. И вот, пожалуйста, вы вроде живете вместе, но какое-то время дня это нормально быть не вместе. Так что не думайте, что это ненормально. Какое-то время дня это нормально быть не вместе. И когда вы не вместе, он, конечно, ему тяжело. Он думает, что ты такой неудачник, потому что крест и гора – это неудачник. Он думает, чего я такой неудачник, да? Еще что скажет Ленорман, потому что нам нужно разъяснение Таро, почему у некоторых вышла карта Луна, и она говорит, что, может быть, он боится, что его уличат в измене, в треугольнике. Он не может никак себя оправдать, потому что на него много очень гадости на нем. Да, это правда. Посмотрите, какая еще карта выходит. Интересно, что объяснение карте Луне, смотрите, еще и тучи. То есть его точно говорили, это карта туман, это карта оговора, это когда люди, третьи лица, бессовестные, и они встревают в жизнь других и мешают другим жить. Это туман, это крест, гора и тучи. Это все карты негативные, это все карты негативного влияния третьих лиц. Это нехорошее состояние. Это давно уже. Это карта якорь. Давно это состояние. Может, даже у него родовое проклятие есть. Какое-то давнее состояние подавленности. Может, у него плохой характер, у него такой темперамент, он взрывоопасен, потому что гора и крест с якорем связаны. Это может быть родовая какая-то вещь. Да, ребенком он такой характер получил, будучи ребенком. Это все связано, что очень негативно было вокруг него, когда он был ребенком. Теперь понятно, да? С этой стороны я буду еще добавлять через секунду. Один расклад дополняет другой, поэтому я делаю один и другой одновременно, ведь во Вселенной нет времени, все случается здесь и сейчас, как вы думали. Сейчас вот что скажет колода 78 дверей, одна из самых говорящих. Это карты туз жезлов, и вы знаете, любовь-то у вас к нему есть, и у него к вам. Есть страсть, есть желание быть вместе, есть желание продолжать строить отношения, невзирая ни на лица, ни на обстоятельства. Поэтому, если у вас есть тяга друг к другу и вера в друг друга, никакие негативные люди не могут ничего сделать. О, сама карта выскочила, да еще не одна, да еще и две. Карта дьявол вышла, представляете? Вышла карта дьявол вместе с картой, вот самая лучшая, как бы самое худшее вышло и самое лучшее одновременно. Ваш мужчина – это темная и светлая сторона одной медали. Это как у каждого человека, с одной стороны дьявол, с другой стороны ангел. Это нормально. Мы все люди по незнанию можем сделать какую-то глупость. Да? Если вы умеете простить себе, вы простите и мужчине. И прощение, оно исходит изнутри, понимаете? Потому что дьявол говорит о том, что, ну да, его спровоцировали какие-то злые силы, может быть, на тот недостойный поступок, который он совершил. Его спровоцировали злые силы на какое-то неправильное поведение, на грубость, на жесткость, на жестокость, может даже. Но в глубине-то души любовь, потому что эта карта, двойка чаш, самая лучшая в колоде, это карта любви. Это карта обожания, это карта, когда вы и он – это одно целое. Когда вы не просто дарите подарки друг другу, а дарите сердца друг другу, и у вас открыты вот эти врата в счастливую жизнь. Да, но нужно пройти через вот это искушение, через ломку характеров, когда люди начинают учиться жить друг с другом, когда люди начинают понимать, что другой человек – это другой космос, и там другие законы. В каждом космосе, у каждого человека свой внутренний закон понимания добра, зла, счастья, несчастья. По своим
внутренним правилам живет любой космос любого человека. Поэтому здесь дьявол и двойка чаш вместе. Это любовь, любовь, которая не имеет никаких кондиций. То есть безусловная любовь, да, двойка чаш – безусловная любовь. А дьявол – это безусловное владение, это обман, это манипуляция, это гаслайтинг. Может быть, вы испытывали это чувство в этой жизни или в других жизнях? Может быть, да? И если вы испытывали это в этой или другой жизни, то, что я описала, это нормально. Это называется земная жизнь. Поэтому я вам хочу сказать одно, что если вам пришлось пройти через испытание дьявола, то есть это и боль, отвержение, это и страдание, когда вас обидели, когда вас предали, когда вас унизили. Если вы это прошли, вы пройдете и большую любовь, потому что ваше сердце, во-первых, умеет любить, а во-вторых, понимает жизнь, да? Вот, так что здесь такое дело, здесь очень серьезное дело мы делаем. Мы здесь открываем его душу. Мы открываем его душу, и мы смотрим с вами, чем наполнена его жизнь. Дьяволом и ангелом одновременно. Дьяволом это то, что у него есть жесткие черты характера, агрессия, которая свойственна всем мужчинам, и он, наверное, преследует свои интересы везде. Может, он агрессивен, бывает, как любой человек, в принципе, если заденешь за якорь, да, за живое, другими словами, да, как в народе говорят, чем наполнена его жизнь. И дьяволом, и ангелом. Он и ангел, и дьявол одновременно, поэтому вы его не могли принять, вы не могли принять в нем эту жесткость, и правильно делали, вы дали ему шанс исправиться, измениться к лучшему. Иллюзии какие-то были у вас и у него по отношению к жизни, когда вы встретились. Иллюзии были относительно того, что и вы, и он думали, что все будет хорошо, ничего не нужно для этого делать, а жизнь-то это не море перейти. И со временем вы поняли, что да, другой человек, другая душа потемки, пятерка меча, говорит, что вы и он стучались в двери, которые были закрыты. Вы пытались проникнуть в те тайны души, где и ему не было дороги, в принципе, в ваши тайны души, да и вам не было дороги в его тайны души. Поэтому то, что случилось между вами, то было предопределено, то нужно отпустить, забыть. И его жизнь сейчас наполнена тем, что он хочет понять себя, понять и вас, дьявол и ангел вместе. Ой, девятка хороший номер, пентакли это прекрасная карта ценностей, и теперь нужные двери откроются. Вот как закрыты были эти двери, непонимание друг друга, так откроются двери, где вы будете понимать друг друга, где вы сумеете договориться друг с другом, понимаете? Где придет вот эта терпимость, что ли. Карта Луна. И с левой стороны была карта Луна, и с правой стороны есть карта Луна. Понимаете, вот с двух сторон карта Луна. И потому что у нас с двух сторон карта Луна, мы понимаем, что и у него нежная душа, и у вас нежная душа. Вот от этого мог быть конфликт, от этого могла быть ссора. Луна – это тоже карта личной жизни. У каждого человека она независима друг от друга лично, если вы меня понимаете правильно, да? Потому что нам-то жить самим собой важнее, чем с другим человеком. С собой попробуй договорись, а уж не говоря о других. Поэтому карта Луна говорит терпение, терпение, терпение. Его говорит молчание о том, что он каждый день себе говорит: терпение нужно, терпи, смирись, подчинись понятиям любви. Это он сам себе так говорит. Карта Луна, да? У него нежная женская душа. Даже если он мужчина, у него нежная женская душа. Луна – это душа человека. Он хочет, чтобы вы эту душу его поняли. Поймете ли вы его душу? Понял ли он вашу душу? Вот видите, нужно будет вот кувалдой разбивать эту стену в душу. Буквально кувалдой разбивать нужно будет эту стену, которая вас ограничивает вход в душу друг друга. Это будет сложный процесс, но вы его пройдете.
Обязательно. Поэтому и такой конфликт бывает, особенно у тех, кто недавно живет. Но если вы разные по характеру, бывает, что приспосабливание друг к другу, оно годы забирает. Но наполнена его жизнь тем, что он начинает вдруг понимать, что над отношениями нужно работать, вот по этой карте. Над отношениями нужно работать. Отношения – это не просто. Это терпение, это каждый день. Каждый день нужно подпоясываться, да? Как написано в Библии, подпоясываться нужно поясом righteousness, то есть поясом благопорядочности. А он иногда в прошлом не подпоясывался этим поясом благопорядочности, он вас обижал. Он это понял, и он теперь хочет разбить эту стену, которая возникла между вами из-за эмоций, лишних эмоций, когда, конечно, было наговорено лишнего с его стороны. Ну и может у некоторых проиграется, что и с вашей тоже сгоряча. По незнанию было наговорено что-то. Зеленый цвет, может, ревность с его стороны проявлялась или с вашей. Но нужно подпоясаться, вот как в духовной книге написано, надеть на себя пояс благопорядочности. А у него в начале этого пояса благопорядочности не было. Он считал, что он порядочный и так. И ничего не нужно для этого делать. Не нужно доказывать, не нужно работать над отношениями. Только вы должны работать над отношениями, потому что вы женщина. Вы должны терпеть. Вам на роду написано, да? Он теперь так не думает. Это думал он так раньше. Теперь он думает по-другому. Теперь он признает свои ошибки. Я возьму еще Ленорман. Любимый Ленорман, без него никак. Он так хорошо открывает жизнь. Луна с двух сторон, с левого и с правого расклада. И еще и вот здесь карта отшельник. То есть пока он не с вами, пока он молчит, о чем говорит его молчание, чем наполнена его жизнь без вас, он хочет разобраться в себе. Луна – это именно глубина понимания себя. Он хочет разобраться в себе. Посмотрим, что Ленорман скажет. О, крест. Крест повторяется дважды. Вот крест был, видите? Возьму. Если вам далеко не видно. Две карты крест. Ну, это понятно. И слева, и справа оба расклада нам выдали карту крест. Не случайно. Не случайного же ничего не бывает, да? Чем наполнена его жизнь? Тяжестью. Он себя обвиняет в том, что он сделал все неправильно. Слушался маму, слушался третьих лиц, был нетерпеливым, был несобранным. Он знает, что он был неправ, потому что карта крест проигралась дважды. Он знает, что он был неправ. Вот это однозначно точно. Давайте еще посмотрим, что он еще понял, о чем говорит его молчание. Карта крысы. Он знает, что он почти вас потерял, он хочет вас вернуть из-за своей оплошности, из-за своих грубых слов, из-за своего неправильного поведения. Карта крысы. Что там говорить? И так без слов понятно, правда? Карта кольцо. Он хочет вас вернуть, он хочет вам дать подарок своего внимания, он хочет вам дать подарки, может, материальные какие-то. Он хочет, может, на вас жениться, если вы еще не женаты. Ну, карта кольцо здесь без слов, понятно, да? Он хочет возобновить отношения, он хочет вам доказать, что он способен на благородные поступки. Вот что он хочет сказать. Очень хорошая карта кольцо. Так что о чем говорит его молчание? Чем наполнена его жизнь, пока вы не вместе? Может быть, даже вы в разных комнатах не вместе, да? Или же вы не вместе из-за обстоятельств. О том, что он о вас помнит, любит вас и будет для вас стараться. Во всяком случае, теперь он понял, что в его жизни не так происходит. Это карта дом, девочки. Кольцо и дом вместе. Что еще желать? Это подарки для дома. Может быть, он сейчас работает где-то в другом городе, в другом месте. Он хочет подарить вам подарок своего внимания. Это точно. Может, хочет купить новый дом или квартиру. Хочет заработать на целую квартиру. Ну, не знаю, в каких странах это возможно. Но, не знаю, нигде невозможно заработать такие огромные деньги. Если вы живете на Западе, это нереально. Вот, почти нереально, да. Но в некоторых странах, может, и реально. Может, он хочет заработать, чтобы всю сумму внести за квартиру или дом. Чтобы у вас был свой дом. Чтобы была эта защищенность вашим отношениям. И знаете, может быть, потому что он пострадал и вмешивались третьи лица.
Он сейчас решил, что он будет все делать, чтобы больше не какая-то мама, соседка злая, или женщина, или мужчина злой. Или же дети. Часто дети бывают этим камнем преткновения, кстати. Это натурально все. Но он хотел бы, чтобы был вот такой дом, защищенность в ваших отношениях, чтобы никто никогда не мог вам помешать. Вот чего он хочет. Потому что дом с кольцом – это очень хороший расклад. И чем наполнена его жизнь? Тем, что он сейчас может зарабатывать для дома. Или он строит дом. Дом – это тоже как очаг, домашний очаг. Он мечтает о общем очаге. И ему нелегко. Ему нелегко. Вот эта карта магическая. И может быть дорога вот в этот свой дом, она очень трудная. У некоторых девочек проиграется, что дорога, когда вы найдете, знаете, как долгая дорога в дюнах. Был такой фильм. Если кто не помнит, девочки не моего поколения. Классный фильм, очень классный. Очень классный фильм. И там шла речь о том, что долгая дорога в дюнах. Дюны, вот как песок, который зыбкий, который опасный. Дюны – это опасность, да? Потому что есть, кстати, такой фильм японский, называется Sand Woman. Очень рекомендую. The Sand Woman называется, да? То есть женщина песка, что ли, да? Ой, какой мощный фильм. Ну, как все, вообще вся символика, она особенно, это свойственно японской культуре. Там идет раскрытие вот этот зыбучий песок, такой зыбкий песок, опасный. Долгая дорога в дюнах. Опасные пески обстоятельств, которые вас разъединяли, да? Когда это может занимать долгие годы, пока люди находят дорогу друг к другу, когда обстоятельства, они побеждают или других лиц, это всегда так бывает, или обстоятельства. Потому что здесь карта развилка говорит, что может на вашем мужчине даже есть какая-то негативная порча с глаз, проклятие даже родовое, какое-то влияние негативное. Может быть на доме, может дом нужно почистить. Я, кстати, девочки, никогда ничего не продаю, кто не знает, вся моя магическая помощь, она абсолютно безоплатная, у меня есть даже канал на чистки. И там есть такая чистка, построить дом на новой улице, по новому адресу, где приятно и долго и счастливо жить. Это канал эзотерический, всем рекомендую. Потому что иногда дорога в такой дом, это как долгая дорога в дюнах, то есть жизненные перипетии судьбы, да, они делают эту дорогу сложной. И чем сложнее дорога, тем слаже дом, но это понятно. Может, у него сложная дорога в ваш общий дом, она может связана с тем, что у вас разные характеры, или ваша его семья, как Монтеки Капуцетти, да, или как там называлось, может, я неправильно произнесла, себя вели недостойно. Третьи лица, да, семья, третьи лица. Как это часто бывает, о май гаднесс, когда люди в семью вкладывают понимание не то, что есть. И карта дороги, она показывает долгую дорогу друг к другу. Наполнена его жизнь тем, что он не боится этой дороги, он знает, что он пройдет ее, он знает, что вы будете вместе. Может, он сейчас одинок, ему сейчас тяжело, он одинок, он страдает, он скучает о вас. Может быть, он мечтает о вас, скучает, мечтает, может быть, он тоскует даже где-то. Потому что звезды и башни, это может означать тоску о вас, тоскует. Может быть, он внутренним голосом говорит с вами. И через этот расклад он, кстати, тоже говорит с вами. Это безусловно. Хочет поговорить, хочет встретиться. Карта птицы и звезды. Он будет искать встречу, он будет пробовать с вами выйти на связь, свидание. Вот видите, да? Извините, это почта была, поэтому такой звук. Третьи лица. Другие люди задействованы в том, что между вами случилась ссора. Вас поссорили. Это такие, знаете, лисы, которые преследуют свой интерес. Преследуют свой интерес, манипулируют свой интерес. Да. Еще карта одна, письмо. Да, ну вот птица и письмо, похожие карты. Он выйдет на связь, он даст о себе знать, он напишет вам
может быть СМС, он скажет, что он вас любит. И он вот здесь отшельник. Отшельник с этой картой письмо вместе резонирует, показывает, что он ищет возможность вам, открыть душу. Потому что долгое время отшельник, он долгое время страдал и не мог открыть душу. Теперь он хочет открыть душу. Ну да, он вышел сам. Это мощно, девочки. Вот смотрите, это оберег вам для этого расклада. Он хочет выйти с вами на связь, он молчит, потому что он очень боится опять сказать что-то лишнее. Чем наполнена его жизнь? Мечтами о вас. И также делами, которые он еще не успел сделать. Видите, здесь много писем неоткрытых. То есть мечтами о вас, желаниями выйти на связь, быть с вами. Чем наполнена его жизнь? Домашними заботами. Хороший мужчина будет, он реализуется, он проявится по-другому, он себя преобразит, он сделает себя другим. Он работает над этим, ему стыдно быть недостойным, неприличным человеком. Что думаете, так просто? Ему стыдно. Эти все упреки, которые, может быть, были в его адрес, он знает, что они были обоснованы, ему стыдно быть недостойным человеком. Он очень хочет показать себя благородным. Внутри он такое и есть. Так показывает расклад, как можно не верить картам. Карты всегда говорят правду. Всегда. Всегда. Во всяком случае, в моих раскладах 100%. Они очень четко говорят, без слов даже. Символы, да. А я разъясняю вам. Потому что люблю с вами дружить. На самом деле вы и сами могли это все увидеть. Так что, девочки, резюме. Чем наполнена его жизнь? Он заботится, чтобы себя, достойно вести себя, достойное поведение. Он хочет доказать вам, что он может быть достойным мужчиной. Вот что. Так что очень хорошо, я довольна. Так, расклад очень четко показал, раскрыл его натуру, раскрыл его состояние. Каждый раз, когда будете расклад просматривать, вы будете его по-своему, по-новому понимать. Каждый расклад будет для вас открываться новыми гранями. Каждый раз. Это вам гарантия. Поэтому в разное время года, при разных обстоятельствах будете смотреть и что-то свое слышать. То, что вам поможет именно в данный момент. Да? Каждый раз услышите то, что поможет в данный момент для вас. А я хочу сказать, что вот эта лиса, которая ему копала яму, да, и вам, вашим отношениям, эти люди обычно всегда, потому что подобное привлекает подобное. Эти люди всегда получают обратку. Вот в этом можете не сомневаться. И тот человек, который вам хотел навредить, у вас что-то украсть, крысы, крест и лиса, этот человек, он на себе почувствует что-то такое, потому что к нему идет обратка, автоматически делает это Вселенная. Есть закон такой, закон бумеранга, это квантовый закон, частички одного и того же притягиваются. Так что человек, который якобы хотел сделать зло другим, он делает зло себе. Так что не волнуйтесь об этом может быть разлучнице, об этом злом человеке. Не берите это все на себя, его грех. Это грех того человека, который сделал вам пакость. Он обязательно будет за него в ответе перед Творцом. А я вижу, что мужчина хочет вам написать письмо, он хочет вам сделать подарок, он хочет вам подарить очаг домашний, подарить вам уют, подарить вам свое сердце. Но так видно в раскладе. Очень интересно, хочет разбить эту стену между вами, стену непонимания друг друга. Ох, как мощно, да? Место силы Луна в этом раскладе. А Луна – это личная жизнь человека. Не думайте, что Луна – это негативная карта. Нет, это личная жизнь человека, это возможности. Это личная жизнь ваша вместе с этим мужчиной. И вы будете еще вместе. Вот увидите, вам это гарантирует расклад. А я со своей стороны желаю вам счастья, любви, взаимопонимания с любимыми, благополучия в ваших домах, счастья личного, а также счастье. Самое главное – это, конечно, счастье, когда человек нашел свое дело и делает его в кайф, с удовольствием. И в этом желаю вам тоже счастья. А девочки, подписывайтесь, потому что я делаю расклады для подписчиков настоящих и перспективных, то есть те, кто собирается и уже подписался. Потому что, понимаете, это бесплатно, безоплатная подписка, но это означает, что нам приятно вместе. Для меня это подтверждение того, что вам приятно, я вам помогаю, и вы человек благодарный, вот и все.
подписка ничего не стоит. Я ничего никогда не делаю за деньги, если кто не знает. Все для вас, все, чтобы денежки были у вас в кармане, а вы всегда на моих раскладах могли получить для себя духовную помощь, увидеть свое будущее и с пользой провести время в присутствии друга, который вам предан в моем лице. Медвежьи обнимашки, воздушные поцелуи. Будем видеться, когда вам этого будет угодно. А я знаю, что мы еще увидимся. До новых встреч!